Добрый день, мой дорогой зритель. Если ты попал на этот ролик, то тебя, как и меня, скорее всего интересует дальнейшая судьба Counter-Strike 2. Причем предпочтения у всех могут быть разные. Кто-то надеется на улучшенную систему званий и ВАК-защиту, но кто-то, как я, ожидает от будущих обновлений новые режимы и какую-нибудь историю, которая пополнит лор игры. За все 4 месяца закрытого бета-теста CS2 было весьма немало утечек, которые так или иначе привлекли наше внимание. Но в большинстве случаев обзоры на них мы не могли сделать в полной мере, по разным причинам, начиная от невозможности продемонстрировать некоторые из них или же найти способ проверить, что с чем вяжется. Но в данном ролике я покажу вам то, что еще никто не показывал. Расскажу вам больше информации про некоторые утечки и даже продемонстрирую их в игре. И кое-что вас, возможно, удивит. Поэтому приготовьтесь принимать информацию, смотрим спонсора и погнали! Представляю вашему вниманию крутейшую киберспортивную площадку Fast Cup, на которой ты сможешь не только поучаствовать в турнирах, где есть нехилые призовые фонды, но и создать свой уникальный турнир. Площадка гарантирует безопасную игру и имеет свою систему защиты от читеров. И, разумеется, разнообразие форматов и режимов. Ну а приобретая подписку премиум, ты получаешь все возможные дополнительные плюшки, кастомизация профиля, закрытые турниры и, главное, дроп скинов в конце матча. Ведь данную подписку можно окупить всего за 2 игры. Ну а ко всему прочему, используя мой промокод, сможешь приобрести ее с 50% скидкой. Так что не теряй времени и становись на путь киберспортсмена. Ссылочка в описании. Ну что же, предлагаю начать прямо с самого начала, когда впервые релизнули версию CS2 в ограниченный бета-тест. Многие, кто следил за утечками, помнят это огромное количество находок, которые появлялись в сети чуть ли не каждые 10-20 минут. От себя добавлю, что это было действительно жестко. Как только я находил что-то новое в игре, тут же натыкался на еще чего-нибудь интересное. И так как среди кладоискателей новой информации больше всего преобладало желание найти чего-нибудь из утечек первым, информацию особо никто не старался фильтровать, потому что абсолютно все для нас с вами казалось новым и ранее не выпущенным. Однако сейчас, имея достаточно опыта, я могу определить, ну и доказать, что многие из утечек, которые нашли в CS2, предназначались конкретно для CSGO. И готовы эти вещи были почти на 100%. До сих пор не понимаю разработчиков, которые вместо того, чтобы лишний раз порадовать нас в CSGO каким-нибудь интересным обновлением, они решили в тупую ничего не выпускать почти 1,5 года. Понятное дело, разработка CS2, наверное, вовсю кипела, но им ничего не мешало порадовать напоследок крупным апдейтом старушку CSGO. Короче, для CSGO предназначались такие вещи, как зажигательная граната-стяжка, граната-маяк, медвежий капкан, и все это для запретной зоны. И даже те же будущие ножи Twin Blade и Kukri тоже предназначались для CSGO. И если по предметам запретной зоны и так все было ясно, то ножи спалились тем, что рендер иконки для инвентаря был создан конкретно в CSGO. И дальше, ребята, все интереснее и интереснее. Наверняка вы видели анимации насмешек от первого лица. Прикол в том, что эти анимации тоже предназначались для CSGO. И вот вам небольшое доказательство. О да, как вы могли понять, записано это в CSGO в режиме запретной зоны. Дело в том, что в CS2 модели рук и модели персонажей имеют совсем другие кости, в отличие от CSGO. Может, по названию и по виду они могут быть схожи, но загвоздка в том, что при использовании анимации из CSGO на модели CS2 происходит деградация и разворачивание костей. А как вы можете судить по тому, что я показал в запретной зоне, эти кости отлично подошли именно для CSGO.
CSGO. Так еще ко всему прочему, мне даже не пришлось писать какой-либо плагин, чтобы эти анимации работали как насмешки. И разумеется, никто, конечно, спорить не будет в том, что, возможно, они на примере своих заготовок для CSGO пытаются сделать то же самое и для CS2, по крайней мере на тесте. Но каждый новый предмет, не считая, конечно, медалей профиля, будет переделываться под стандарты CS2. Ну а пока что многое из найденного в CS2 на релизе это был лишь банальный импорт из CSGO, который пока не переделали под стандарты новой игры. И вы наверняка задаетесь вопросом, зачем вам эта информация? На самом деле любая маленькая утечка или крупиночка всей этой цепи что-то дозначит. Как минимум это интересно для истории, а как максимум некоторые из утечек могут оказаться банальной пылью, ну или не тем, чем кажется, и это всего лишь пища для вашего размышления. Однако не все так вроде плохо. Помимо анимации насмешек от первого лица, мы еще находили и от третьего. И вот они как раз таки были созданы конкретно для CS2. Правда, пока что на данный момент с последним обновлением они были удалены из игры. Но это далеко не значит, что над ними перестали работать. Дело в том, что еще до обновления я разобрался, как вызывать их из меню игры на самих персонажах. А раз уж такая возможность присутствует в игре, то и разработка данной механики велась на полных парах. И как вы уже догадались, я многое чего научился вызывать при помощи панорамы. Тем самым при обзоре чего-либо будет проще продемонстрировать вам какую-нибудь из новых находок. Но сразу оговорюсь, меню с вызовом насмешек может выглядеть совсем по-другому. Но проще всего вызывать данные анимации из меню при осмотре персонажа. Поэтому я сделал кнопку и поставил, на мой взгляд, подходящую иконку под все это дело. Ну а мы с вами, пожалуй, перейдем к следующей утечке, которая удостоилась большого внимания от разработчиков, и это создание живых глаз у персонажей. Уже по счету третье обновление, где мелькают строчки с разными функциями для глаз и определения позиции, да даже моргание хотят им добавить. Параллельно с этим у всех моделей появились дополнительные кости для глаз, несколько атачментов опять же для глаз и морфы для самих мешей. Это та штука, которую используют в основном в фейспозере, который в свою очередь предназначен для мимики лица и задействования функции Look At, о которой я рассказал еще до появления и намеков на глаза. И да, это та самая функция, которая заставляет глаза персонажей следить за вами. Ну и как вы могли догадаться, я захотел продемонстрировать, как бы выглядело это в игре, основываясь на утечках, которые мелькали все эти обновления. Но, как обычно, меня понесло, и я добавил полностью мимику для персонажа, опять же, учитывая возможную механику, которую готовят разработчики. И решил все это дело вывести в главном меню. Вы наверняка и сами уже заметили, что работают не только глаза, но и рот открывается, зубы есть, глазки моргают и брови шевелятся. Благо, что все агенты операции были заранее смоделированы под мимику, заготовленной полостью рта. Ну и хотелось бы к этому еще кое-что добавить. Как бы вы ни относились к данной информации, она очень многое дает нам на будущее. Это не просто оживление моделек, которые будут таращиться на вас. Перед нами открывается возможность на будущее повествования истории, возможно, проработанные кат-сцены в кооперативных миссиях и так далее. Вы только представьте, какими действительно могут стать сюжетные кампании в игре. И я надеюсь, что в будущем мы будем заходить в CS2 не только поиграть в соревновательный режим, но и пройти с другом интереснейшую историю. А уж поверьте, Valve умеет из говна и палок рассказать отличный сюжет. Ну а теперь же, ребята, затронем самую спорную и в то же время самую яркую утечку. И это, конечно же, питомцы, они же компаньоны. Это действительно одна из тех утечек, которая зашла дальше всех. Упоминание о ней есть во всех участках CS2, начиная от банального кода игры, продолжая тестовой капсулой, с которой их можно будет выбивать.
назвать, и даже некоторыми упоминаниями в коде меню панорамы UI и иконками для инвентаря. Да что там говорить, вы заметили, что за все 4 месяца курицам уделили внимание разработчики как минимум 2 раза. Добавление возможности им плавать и добавление прожаренной курочки после огня. Тут и дураку станет понятно, что они действительно хотят это реализовать. И я вам подкину еще больше пищи для размышления. В меню также можно вывести курицу на главный экран. Причем я заранее кое-что знаю, так как очень много копался в коде меню и понял, как взаимодействуют задние фоны с панорамой UI. Когда выйдет обновление с питомцами, появится отдельная префаб-карта для их осмотра. И если она появится раньше релиза самих питомцев, то знайте, они выйдут совсем скоро. Ну и напоследок, я решил все же немного подробно рассказать про новую систему званий, которая спалилась с последним обновлением и предназначена для будущего премьер-режима. Вся информация основывается на утечках в коде меню панорамы UI, которая дает нам больше представления, как они работают. Прежде всего, хочу пояснить вам, что означают эти числа на новых рангах. Вернее, каким образом система воспринимает эту единицу. Возьмем, к примеру, ранг 27,34. В коде игры на самом деле нет никаких целых и сотых. Данное число — это 2734 очка своего рода Элла. И зная это, вы в теории понимаете, что система работает на стандартных очках Элла, как и на том же Фейсите. Но для более удобного восприятия этой единицы для игроков, разработчики написали код, который делит для вас это число, скажем так, напополам. То есть нулевое значение исчисляется от 4 нулей. Между ними ставится точка, и первое число у нас в коде игры является главным, а другое второстепенным. Так что теперь вы приблизительно понимаете, что из себя представляет ваш ранг в будущем премьер-режиме. Ко всему прочему, есть еще и уровни, которые разделяются по цветам. И на данный момент в игре всего 7 уровней. И каждый уровень поделен на 500 очков Элла. То есть первый уровень от 0 до 500, второй же от 500 до 1000 и так далее. Самый максимальный, опять же на данный момент, это 3500 очков Элла, после которого никаких цветов нет. Однако в коде игры есть еще 3 неиспользованных цвета, которые так или иначе разработчики могут использовать в будущем. Да и код написан так, что разработчикам добавление нового цвета не составит труда. Ко всему прочему, в коде игры выставлен порог в 3500 Элла, но скорее всего сделано это чисто для демонстрации уровней, потому что если вы начнете набирать больше этого значения, вместо цвета ваш ранг постепенно начнет сиять ярче. И вот как это будет выглядеть. Но вы и сами прекрасно понимаете, что данную систему разработчики по факту еще не релизнули, поэтому все может поменяться. Ну а пока я дал исчерпывающий обзор на них. А на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр и обязательно поддержите канал лайком и комментарием. Всем пока и удачи!